По интернету ходит довольно много вопросов о том, что же это за такая новая база для в поисках Эльдорадо. Чем она отличается от старой, что в ней нового и зачем она вообще нужна. Сегодня будем с этим разбираться. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня в поисках Эльдорадо золотые храмы. И в поисках Эльдорадо это одна из моих любимых игр от Райнера Кници. У нее достаточно большая история. Когда-то ее издавал Ravensburger в абсолютно другом оформлении. И уже тогда мне игра эта очень нравилась своими механиками, своим колдостроем и его взаимодействием на поле, плюс к тому, что это была игра-гонка, и посадить за нее можно было бы новичков. Главное им объяснить механики, основы колдостроя и того, как она играется, и они бы сами бы уже играли и рвались бы к храмам. Но когда объявили новую версию в иллюстрациях Vincent Dutре, я вообще, в принципе, не мог устоять. Поэтому, да, там коробка вышла на русском языке, я себе взял и являюсь счастливым обладателем первой базы. А вот это вторая. Чем она отличается? Как играется в Эльдорадо и что в ней нового и отличного от старой, будем разбираться прямо сейчас. Давайте смотреть, как играть в поисках Эльдорадо. Как уже поняли, в поисках Эльдорадо это игра-гонка. И если в первой базе вы бежали по такой продолговатой сосиске из одного пункта А в пункт Б, и кто первый добегал оттуда до золотого города самого, тот был молодцом и побеждал в игре. В этой игре побеждает немножко по-другому. У вас, вы как искатели приключений, своими группами одновременно обнаружили золотой храм, который таит в себе какие-то тайные богатства. Но там есть скрижали, на которых написано, что только тот, кто обладает 3 кристаллами разных цветов, сможет его открыть. А кристаллы разных цветов находятся в золотых храмах, в разных концах игрового поля. И вот вам придется нестись сначала в один, брать один кристаллик, потом в другой, брать другой кристаллик, потом в третий, или может быть наоборот вот так, вот так, вот так, а потом прибежать сюда обратно, для того, чтобы эти кристаллы вложить в их ячейки, и храм перед вами открылся перед первым. Тот игрок, который сделает первым, тот и победил. Если будет несколько игроков, то там есть специальные правила для определения, кто победителем является, если одновременно несколько игроков добежало. Но вся игра основана на механике колодостроения. А это очень простая механика, в которой изначально у вас есть колода карт, в данном случае из 8, с простыми символами и очень слабыми способностями. В частности, у нас есть карты двух видов. Карты, которые дают нам шаги, и карты, которые дают нам деньги. При этом любые две карты, которые не являются денежной картой, также дают вам одну монетку вместе взятые. В свой ход вы можете делать несколько вещей. Вы можете покупать карты с рынка, вернее карту с рынка, и можете перемещаться по игровому полю. Как это происходит? Вот если у меня выпали такие карты, я могу походить, например, на два мачете, потому что у нас здесь 2 мачете. И потом на 1 факел, потому что у меня есть 1 факел. А дальше мог бы за 2 денежки что-то купить. За 2 денежки купить можно только 2 факела, и я бы забрал бы себе эту карту, и она вместе с этими картами ушла бы ко мне в сброс. Я взял бы себе новые карты, на них бы тоже походил или купил что-нибудь, ушло бы все в сброс. И вот смотрите, все карты, которые лежат там, вот эти карты мы можем покупать прямо сейчас. Вот те карты мы будем покупать в случае, если одно из гнезд на этом планшетике освободится. Тот, кто следующий будет покупать карту, если купит одну карту из верхних, то сможет выложить остальные карты сюда, и тем самым у нас обновится рынок. Все эти карты, как вы понимаете, гораздо более сильные, чем те карты, которые у нас в базовой руке. В частности, вот здесь можно двигаться на 2 по воде или получить 2 золота. А вот здесь можно двигаться на 2 любые карточки с факелами, неважно, там 3 факела нарисованы или 2. А вот на той карточке можно получить себе 1 золотую монетку Эльда и передвинуться на любую клетку, а после этого эту карту сжечь. А вот та вообще Джокер, который позволяет вам передвигаться на 2 чего угодно. Дальше там карты еще выше, еще круче и с разными способностями. Так вот, как работает колдострой? Когда вы положили сюда какие-то более крутые карты, которые вы купили в сброс, и вам надо потянуть из колоды карты, а у вас их нету, вы все эти карты из сброса замешиваете и вытягиваете себе новые. И там придут те, которые вы купили более мощные рано или поздно. Для того, чтобы они к вам приходили чаще, в игре есть возможности сжигания так называемых карт. Они есть на вот этих клеточках. То есть, если я стою вот здесь и хочу зайти на эту клеточку, я любую карту убираю из игры совсем. И тем самым моя колода становится худее и тоньше. Но это значит, что мои более сильные карты приходят ко мне чаще. Так вот. Мы бегаем по игровому полю, потихонечку проходя различные этапы, обходя вот эти вот препятствия. В каждой игре у вас между вашими планшетиками будут лежать такие препятствия, и эти препятствия нужно проходить специальным образом, и вы заберете его себе, если его прошли. В частности, вот на это нужно всего лишь сбросить 1 факел, а на это нужно будет сбросить монетку Эльда. А по это поговорим немножко позже, после того, как я расскажу про монетки Эльда. Это тоже нововведение игры. Эти монетки можно получать несколькими способами. Во-первых, самый простой способ – ничего не делать в свой ход.
Ну как ничего. Это может быть вам тоже полезно, потому что в конце своего хода все карты, которые вы не разыграли, вы можете либо сбросить, либо оставить у себя на руке. И вот, например, если мне приходило 2 монетки, и я понимаю, что мне хотелось бы в следующий раз купить что-то посерьезнее, я себе 2 монетки оставлю, остальные карты сброшу. При этом, поскольку я не ходил никуда и ничего не покупал, у меня появляется еще одна монетка Эльда. Вот такая вот. Эта монетка может быть использована как монетка для того, чтобы походить, или как монетка для того, чтобы заплатить. И в частности, вот в данном случае у меня уже было бы 3 монетки. Я замешал бы себе карты, дотянул бы до 4, чтобы было 4. И здесь у меня ни одной не выпало, мне не повезло, но 3 уже есть, 2 еще продал, стало 4. Могу купить себе что-то, может быть, хорошее. Монетки Эльда нужны в нескольких местах. Например, на некоторых храмах с обратной стороны есть требование сбросить монетку Эльда. И это может быть серьезным препятствием для вас, если у вас их нет. Опять же, есть важный момент к тому, что вы теперь бегаете в разные места, а не бежите в одно. Раньше в игре можно было перекрывать друг другу пути, например, встав на узком проходе, где слева и справа от вас клетки с дорогими входными условиями. И тем самым не дать оппонентам, которые бегут сзади вас обогнать. Здесь вы в самом начале можете разбежаться в разные стороны, но рано или поздно вы все равно будете пересекаться с вашими друзьями. Потому что, например, если я первым добежал сюда, а в другой игрок добежал туда, то, например, мы можем пересечься где-нибудь вот здесь. И как вот в этом известном меме из корпорации Umbrella, мы, соответственно, проезжая друг друга, смотрим, у кого там что есть в руках. И у меня уже синенький кристаллик, а у него уже зелененький, и я понимаю, что он меня опережает, потому что он к синему ближе, чем я к зеленому. То есть здесь мы тоже немножко взаимодействуем друг с другом таким образом. Второй образ, которым мы взаимодействуем, это так называемое, то, что я вот назвал бы антинегативное взаимодействие. У нас появились новые жетоны, и это жетоны стражей так называемых. И вот когда игрок заканчивает свое перемещение и в свой ход больше не будет ходить никуда, он вскрывает стража, если оказался рядом с ним. И в основном под этими стражами написано, что все другие игроки получают что-то положительное. Например, они могут получить себе монетку Эльда или дополнительную карту. То есть игрок сидит с 4 картами. Вы встали здесь, он получает 5-ю карту, все остальные тоже получают 5-ю карту. И вот у него по сравнению с вами уже маленькое преимущество. Эти стражи тоже такая прикольная штука игры. Так что в целом вся игра, которая была в базовом Эльдорадо, если вы в нее играли, осталась и здесь. Только она стала более плотная, более, скажем так, требовательная к тому, что вы наберете себе в колоду. Здесь в игре вам чаще придется брать карты, которые имеют одноразовые эффекты, потому что оказаться чуть-чуть впереди оппонента здесь гораздо более важнее каждый ход, чем, например, в базовой версии. С другой стороны, если вы базовую версию не играли, с этой игрой вы также спокойно разберетесь, и в отсутствии возможности сравнить с предыдущей, вы не поймете даже, что эта игра сложнее, потому что это все равно достаточно простая игра, в которой можно играть с кем угодно практически. Динамичная, быстрая и очень азартная игра, в которой вы иногда должны пожертвовать текущим ходом для того, чтобы следующий ход у вас был крутой. Этому благоволит как раз механика того, что вы можете оставлять себе некоторые карты на руках. Кроме того, в игре есть еще несколько модулей. Например, модуль, который добавляет такие вот жетончики на игровое поле. Это жетончики, которые будут давать вам Эльда. И если вы понимаете, что у вас компания, которая прям совсем новичков, и у них монетки чуть плохо копятся, добавьте себе эти жетончики на игровое поле. И есть еще вот такая вот интересная штука. Это заборчики. Заборчики, причем эти односторонние. То есть вот с этой стороны заборчика вы выплыть можете туда перепрыгнуть, а вот с той стороны уже зайти сюда не можете. И их достаточно много можно поставить с разных сторон. И они с учетом как раз именно этой механики игры, того, что вам надо сбегать туда и обратно, могут заиграть новыми красками, интересными, и показать вам дополнительные варианты того, как вам даже уже на знакомом поле можно поиграть. При этом, как и в первой части, здесь поле модульное. Вы из модулей себе набираете разные комбинации того, где вам надо пробежать, к какому храму, когда. Есть варианты того, когда вы совмещаете себе игровые поля из этой версии базы и из другой версии базы. Есть в правилах прописаны все элементы того, как вам надо смешивать и какие модули можно взять из дополнений. И в итоге, если вы все это вместе замешаете, у вас может получиться огромная такая большая игра, которая будет действительно уже не самой простой. При этом сценарии разбиты на разные уровни сложности в ней, и сценарии, где вы смешиваете игровые поля из одной базы и из другой, обычно помечены как более сложные. Поэтому, если вы любите игры-гонки, при этом не обязательно про машинки, если вы любите красивые игры, здесь Винсан Дютре, если вы любите игры с колдостроем, здесь хороший колдострой, и при этом, если вы любите колдострой с полем, и я бы сказал, что у меня это один из любимых колдостроев с полем, то Эльдорадо, Золотые храмы — это один из ваших выборов. При этом не могу сказать, какая из баз будет лучше. Наверное, ту лучше брать тем, кто прям совсем не пробовал Эльдорадо и кто плохо разбирается с колдостроями. А это вот уже немножко для более продвинутой аудитории, если вам хочется немножко чего-то посложнее. Потому что здесь взаимодействие поплотнее, коридорчики поуже и возможности колдостроя гораздо более тонкие, я бы сказал.
То есть там карты такие более прямолинейные. То есть там пойти на соседнюю клетку на любую, добрать 2 карты и так далее. То здесь надо вам будет думать, как пользоваться этими картами, тем более, что многие из них одноразовые. Ну, а мне будет очень интересно узнать от вас в комментариях, какие колдострои любите вы ли вы их с полем и играли ли вы в предыдущую базу Эльдорадо. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.